В августе прошлого года мы побывали во Вроцлаве, чудесном месте с множеством красивых достопримечательностей. Любой город интереснее всего увидеть с высоты, и в этом видео нам хотелось бы рассказать вам о 3 смотровых площадках в исторической части Вроцлава. Приглашаем вас полюбоваться с нами панорамой города, поднявшись на высокие башни средневековых костелов. Одна из самых популярных туристических смотровых площадок находится во Вроцлавском соборе или Кафедральном соборе Иоанна Крестителя на острове Тумский. Собор расположен в центре города на северном берегу Одры между Ботаническим садом и рекой. Когда-то он был первой кирпичной постройкой в городе. У собора 2 башни высотой почти 100 метров. Благодаря этому он считается самой высокой церковью во Вроцлаве. Сейчас в нем находится самый большой орган в Польше и множество красивых витражей. И прежде чем подняться на башню, можно полюбоваться внутренним убранством собора. Вход на башню платный. Купив билет, вы поднимаетесь к лифту, который, в свою очередь, поднимает вас до узкой лесенки, которую вы уже преодолеваете сами. Из всех смотровых площадок, где мы побывали во Вроцлаве, это самый быстрый и легкий подъем наверх, несмотря на то, что башни самые высокие. С площадки открывается прекрасный вид на город, реку и соседнюю башню собора. Немного разочаровывает, что самая красивая историческая часть города остается вдалеке, но полюбоваться отсюда есть на что. Вторая смотровая площадка находится в соборе Святой Марии Магдалины. Это готическая церковь, расположенная неподалеку от центральной рыночной площади города. Примечательна она необычным видом своих башен, на которых как будто отсутствует крыша. Когда-то в одной из этих башен был колокол грешников, который по размерам был самым большим в Силезии. Внутри необычное сочетание красного кирпича и белоснежных стен. Смотровая площадка – это небольшой мостик, соединяющий на большой высоте 2 башни собора. Называется он мост чаровниц или мост ведьм. Купив билеты, мы оказались на довольно просторной лестнице. Здесь не очень комфортно будет тем, кто боится высоты, так как ступеньки просвечивающие и сделаны из металлической сетки. Подниматься долго, но из-за того, что лестницы широкие и всегда есть место, где отдохнуть и перевести дух, подъем не воспринимается как что-то очень сложное. Открыв небольшую дверь, вы попадаете на мостик чаровниц. Мы поднялись туда, когда шел дождь, поэтому нам повезло оказаться там без других людей. У мостика, конечно же, есть легенда, иначе откуда это название? Считается, что на мосту иногда можно заметить призраков. Эти привидения принадлежат душам девушек, которые заводили знакомство с неженатыми мужчинами, не желая при этом вступать в брак, чтобы не заниматься бытом и домашним хозяйством. В наказание за такую ленивую расчетливость они обречены до скончания веков скитаться по узкому мостику со швабрами в руках, а также называться ведьмами. Отсюда вы сможете увидеть историческую часть Вроцлава, черепичные крыши и словно игрушечные кирпичные домики. Очень атмосферное место с прекрасным видом на город.
Последняя смотровая площадка, на которую мы поднимались, находится в самом центре старого города, недалеко от рыночной площади, на башне костела Святой Елизаветы. Это грандиозное готическое сооружение, башня которого имеет высоту 86 метров. Первоначально башня была еще выше и относилась к самым высоким в Силезии, но через несколько десятилетий после постройки часть ее снесло ураганом. Как и все костелы, о которых мы сегодня говорим, костел Святой Елизаветы интересен не только смотровой площадкой, но и внутренним убранством. Особенно нам показались удивительными витражи на военную тематику. Это одни из самых необычных витражей, которые мы увидели в Польше. Воодушевленные предыдущими успехами, мы с самонадеянной уверенностью купили билеты и решили попасть на вершину башни, где расположена смотровая площадка, не ожидая особых трудностей. Как оказалось, туда можно подняться по очень узкой винтовой лестнице из 302 ступеней. Причем используется она как для спуска, так и для подъема. Людей было не очень много, но, чтобы разойтись с каждым встречным человеком, приходилось буквально вжиматься в стены. Плюс мы еще были с ребенком, так что это восхождение мы вспоминаем до сих пор. Только перед самой площадкой есть просторное помещение, где можно немного отдышаться перед выходом наружу. Зато весь исторический центр города как на ладони. Фото и видео, конечно, не в силах передать все эмоции, которые ты испытываешь, глядя на эту красоту, вместе с гордостью, что ты осилил этот подъем. Надеемся, что вам понравилась сегодняшняя прогулка и чудесные панорамы города. Подписывайтесь на канал, не забывайте выражать свое мнение в комментариях, поддержите лайком и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!